А внешней ненужной суетой, внутренним негодованием вы ничего изменить не можете. Вы будете негодовать, негодуйте. Только враждебных сил будет притягивать, потому что ваше негодование излучает негативную психическую энергию. Враждебные силы тут как тут кушают то, что вы излучаете. Питаются, размножаются. Понятно? Это надо тоже понимать. Во всяком случае, поменьше сорить энергии и кормить этих самых астральных паразитов. Понятно? Так что, если вы будете суетиться и негодовать, изменить вы ничего не можете, вы можете только нанести вред себе и окружающим. А фундаментальный покой – это надежная защита, прежде всего, вас от происков враждебных сил. Состояние внутреннего покоя вовсе не означает, что ты закрываешь на это глаза, на то, что происходит. Если бы что-то зависело от тебя в этой ситуации, ты, безусловно, был бы там и исполнил свой долг. Если бы что-то от тебя зависело. А что касается вот той же ситуации в Беслане, то, к великому сожалению, вокруг ситуации было слишком много гневливых людей, сильно возмущавшихся, потому ситуация разрешилась трагически. Сама атмосфера спровоцировала террористов на крайние меры. Атмосфера. Негодование. Знаете, враждебные силы тут и там, для них пределов нет. То есть они провоцируют на самые непредсказуемые, кровавые, трагические события. Это провокация в тонкоматериальном плане. Вот и все. Если бы было состояние ровности и покоя, то с этими людьми можно было и поговорить нормально, если бы не было агрессии. Не скрытой, явной. Если не было явной, внешней, но скрытой она была, обязательно была, в окружении. Вы понимаете, да? Но я говорю о гипотетическом варианте. Но у нас, увы, все варианты такого правильного, хорошего разрешения событий, как правило, гипотетические. А реально все так, как есть. С бедами и с проблемами. А для того, чтобы ситуация, допустим, гипотетически правильно разрешилась, бескровно, для этого должны быть приемники Всевышней воли, те приемники, спокойные приемники, эмоциональном покое, через которого будет действовать Господь, ибо покойная духовная сила, она всемогуща. Приемники должны быть, через которые действовала бы Всевышняя воля. Ясно? Только в состоянии покоя приемник способен эту роль выполнять. Видите, как все достаточно просто, теоретически, в целом, но мы все-таки в индивидуальном порядке должны разрешать свои задачи. Понятно? Так что на глобальное не замахивайтесь, а делайте то, что надлежит вам делать. А если нет приемников духа, то Господь не может помочь никому. Он не в состоянии помочь. Как Он может, если нет приемников? Через посредство эго Он действовать не может. Нужен чистый приемник, Его воли. А это только в состоянии покоя возможно. И будь там такие люди, вибрационная атмосфера была бы другой, она была бы наполнена духом. Она бы поглотила так называемый праведный гнев. Потому что гнева праведного не бывает, есть просто гнев. Животное чувство, которое вызывает, животная реакция, которая вызывает агрессию. Понятно? Не бывает праведного гнева. Это эмоциональные люди в оправдание свое, выдавая эти эмоции праведного гнева, говорят о праведном гневе. Это гнев, неважно какой. Не надо его никак идентифицировать и классифицировать. Это гнев. Гнев там агрессия, там злоба.